Всем привет! Сегодня будет небольшой такой скринкаст. Я думаю, вы знаете, что существует такая редакция, как Starter. Она есть в Windows XP, где нельзя открывать больше 3 приложений. Windows Vista, где, по-моему, есть водяной знаки, тоже какие-то ограничения. И Windows 7, в которой есть красивые обоины, и, по-моему, что-то там тоже какие-то ограничения. В общем, мы с моим другом Никитой лазили по archive.org и каким-то образом наткнулись на Windows 8 стартер и Windows 10 стартеры. Для начала у меня появились вообще сомнения по поводу существования этих Windows 8 и 10 стартер, потому что я такого просто-напросто не помню, потому что это 64-битные сборки. На форумах Microsoft тоже отрицали это, хотя по сути логично, но сборка, которую я сегодня буду обозревать, крайне реалистичная. На канале моего друга Никиты как раз выйдет ролик про Windows 10 стартер. Когда это произойдет, я оставлю ссылку в описании, либо в закрепленном комментарии. Вот, давайте меньше болтовни и приступим к установке. Это у нас Windows 8.0, даже не Windows 8.1. Нас тут просят ввести ключ, и я вам этого не покажу. Так, вот мы ввели ключ продукта, у нас установщик вообще абсолютно ничем не отличается. И у нас идет просто обычная установочка. После того, как мы посмотрим, полазим по этой сборочке, я зайду в Ultra ISO и вам вообще покажу настоящее просто палево. И мы очередной раз убедимся, что это фейковая сборка. Вообще, я скажу так, мы когда смотрели эту сборочку, мы прям угорали, удивлялись. Она сделана очень реалистично. То есть, если какому-то далекому человеку показать эту сборку, который вообще не разбирается в существовании там каких-то редакций Windows, я уверен, он по-любому поверит в эту сборку. А еще с помощью некоторых махинаций можно сделать и Windows 11 стартер, и Windows 10 стартер, и вот даже Windows 8 стартер. Я не знаю, сниму ли я об этом видео. Вообще это сделать довольно легко. Мой товарищ, который, кстати, участвовал в ролике про Windows XP и Arch Linux, как раз таки создал программу, которая меняет редакцию, так сказать. Вообще это можно сделать и через мой MacBook, например, там сделать не Pro, а Pro Workstation или Pro Education, а там вообще можно прям конкретно сменить редакцию. У нас полностью обычное OBE, абсолютно оно ничем не отличается. Вот, а дальше у нас будет самое интересное идти. У нас вылазит вот такая менюшечка, она в 8.0 точно такая же. Нам тут сейчас про углы будут рассказывать. В Windows 8.1, кстати, этого нету. И на SSD-шниках, кстати, вот мне кажется, когда эта анимация закончится, у нас сразу же будет там almost start или get started или done. Я не помню, как там на английском слово начинаем будет именно здесь. Ладно, не будет. Что мы здесь наблюдаем? У нас Windows 8 Starter Build 9200. То есть такой водяной знак у нас имеется. Сборка весит 11,5 гигабайт. У нас тут имеется папка Sources, на которую я внимание почему-то не обратил. У нас в ПКМ нету персонализации. Впрочем, это лютая база, так везде в стартерках. Давайте откроем персонализацию, я вам покажу лютый прикол. Давайте-ка установим драйвера на эту машину. Потребление здесь довольно обычное, я бы сказал, даже большое. Все, установил разрешение, но у меня все лагает очень сильно. У меня система начала прям дико лагать, ну ладно. Вот, я смог вставить эту команду. Это на открытие старой персонализации. Нажимаем ОК. Здесь не такая ошибка должна была быть. Какой-то бред. Я пытаюсь запустить команду для старой персонализации, но мне выдает, что она не присвоена Эксплореру. А здесь должен быть такой диалог, что эта персонализация недоступна в этой редакции. А у меня почему-то произошел какой-то отвал, и у меня, видимо, посыпалась немного система, она очень сильно лагает. Ладно, если я смогу, я привожу здесь скриншот, как это должно выглядеть. Поэтому давайте уже перейдем к лютому разоблачению и распаковке образа. Вот я открыл ISO образ. Внимательно, пожалуйста, на Date Time. Вот у нас здесь 2012 год, 26 июля, впрочем, как обычно. А теперь заходим в Sources и наблюдаем, что InstallVim у нас менялся 25 мая 2022 года. И это еще не все. Здесь почему-то, как я помню, нам надо распаковать этот InstallVim. Вот, сейчас мы его откроем. Смотрите фокус. Здесь у нас тоже, смотрите, папка Windows менялась 24 мая 2022. Но переходим в папку Web, потом Wallpaper
И у нас wallpaper тоже менялся 24 мая 2022. Что менять здесь в папке Web? Я не понимаю, это папка обоев, если что. Вот System 32 у нас тоже менялся. И самое главное брендинг. Брендинг, он отвечает за отображение редакции. То есть в брендинге мы сможем найти файлы там с этими стартерами, там Pro, Home и прочими редакциями. И эти папки у нас тоже менялись 24 мая 2022 года. Такого быть не должно, потому что поддержка Windows 8 была прекращена практически сразу же после ее выхода. Реалистичности в сборке уже никакой нет, потому что у меня почему-то отвал произошел. В общем, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо Пончику и QLAS за покупку спонсорки. Желаю всем удачи и до скорой встречи.